Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Сегодня у нас очередной блок из мастерской. И, во-первых, у меня новость для владельцев Skywave и Бургманов 650. У нас очередная поставка классных разных запчастей для вариаторов. Первичные валы в хорошем состоянии, БУ оригинал с хорошими шпонками есть. Есть ремни в разном состоянии, опять же, кому какие нужны, можно выбрать. Также есть много бэушных пластиковых шестеренок, в основном в хорошем состоянии, там от 0 до 30% износа по приятной цене. Так что всегда обращайтесь, любую конфигурацию соберем под ваши запросы. И если нужно, запчасти вышлем, с этим вообще никаких проблем. Также информация для владельцев 400-ок. Один очень классный человек по имени Роман предоставил мне комплект грузиков техпулей. И я в ближайшее время планирую снять на них обзор и сравнить их с Доктор Пули с подробным объяснением, что, как и почему. И вообще рассмотреть тему полигональных грузиков, почему техпули ставить не стоит и так далее. Кому интересно, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Я думаю, оно выйдет в течение недели. А сейчас я планирую сделать пробный запуск вот этого вот прекрасного скутера, на котором мы заменили мотор. Мотор я собирал зимой. Он у нас продавался на Авито. У человека мотор закончился. На это будет отдельный обзор. Мы его предварительно собрали, все самое жизненно необходимое. Сейчас попробуем. Если аккумулятор живой, то думаю, он должен у нас завестись. Вот качает у нас топливный насос. Вариатора нет, глушителя нет. Так. Ну, что-то подхватывало. Также вчера приехала такая вот неожиданная работенка. Человек приехал к нам вообще за запчастями и заодно попробовали их быстро установить. Не получилось, он оставил мотоцикл. Буду сегодня пытаться решить проблему. Я так понимаю, что тут был замок на тормозном диске. И человек попытался с ним тронуться. Итог неутешительный. У нас тут вот имеется гнутая гребенка АБС. Мы уже приготовили другую на замену. Также тут у нас сломан кронштейн крепления тормозного суппорта. Это мы будем менять. Но самое обидное, что пострадал, естественно, гнутые болты. Самое обидное, что пострадал крепеж на колесе, куда закручивается болт. И по-хорошему его нужно будет наварить, чтобы точно был потом нормальный зазор гребенки. Вот такая вот ситуация. Буду пытаться это починить. Может, даже попробую отснять процесс сварки. Итак, приступим к ремонту колеса. Я удалил сальник. Сейчас я немного почищу вокруг и попробую аккуратненько наплавить маленький кусочек. Резьба тут после проведения этих работ, скорее всего, конечно, будет уже не М5, а М6. Либо надо заплавлять резьбу с нуля, но я боюсь вот эту плоскость упустить. Фрезеровать мы ее, естественно, не будем, нам нечем. Поэтому будем пытаться аккуратно выходить из положения. Итак, такой вот результат у меня получился. Я заплавил только отломанный кусок, оставил часть резьбы. Теперь я возьму что-нибудь, пока еще не придумал что, шлифану эту плоскость, она уже остыла. Я это дело проплавил довольно быстро, как это называется, с минимальным тепловложением. И попытаюсь вывести эту плоскость. Далее попробую нарезать резьбу.
Итак, я аккуратненько болгаркой вывел вот эту плоскость, чтобы она была не выше родной сохранившейся. Теперь я прикладываю гребенку на свое законное место. Полагаю, что ее надо будет прикрутить на 4 имеющихся болта. А теперь я думаю, что я в наглую просверлю отверстие. У меня вот есть сверло 5,2 под пружинку 5. И оно очень хорошо подходит. Да, увод возможен, но в текущих реалиях с минимальными трудозатратами, думаю, лучше не сделать. Отверстие у нас там сквозное в колесе. Это плюс, как я считаю. Блин, отлично получилось. Я думал, будет гораздо хуже. Просто супер. Такой вот результат. Теперь я просто метчиком, это у нас М6 на 0,8, нарежу резьбу и закручу сюда пружинку для восстановления резьбы. А в следующий раз попробую показать вам сварку более детально. В этот раз у меня был такой первый пробный опыт. Я примерно понял, что мне делать с ракурсами. И теперь думаю, что будем улучшать результат. Прекрасно, что отверстие сквозное очень удобно ремонтировать. Мне кажется, если после этой работы это дело подкрасить баллончиком, то вообще никто не узнает, что тут что-то ремонтировали. Очень аккуратно получилось наплавить. Но я думаю, делать мы этого не будем, потому что там и так ничего не видно. Класс. Заводская резьба с пружинкой восстановлена. Мы можем теперь просто взять, вкрутить сюда заводской болтик. Все. Отдаем товарищу, который будет это устанавливать. Он все это подбирает, ставит и отдает мотоцикл. Такой вот маленький ремонт. Итак, у нас сегодня был безумно суетный день. Вначале я, похоже, забыл включить микрофон. Очень надеюсь, что звук получится нормальный. Если не нормальный, извините. Еще у меня сейчас вот безумно шумят соседи. К сожалению, скорее всего, это слышно. Но я сделать с этим ничего не могу. Итак, сегодня мы немножко продвинулись по сборке 400-ки. Она у нас запускается, правда, мне пока не очень нравится, как она запускается на холодную. Ну, будем смотреть, будем разбираться. Завтра соберем трансмиссию, погреем ее еще, попробуем на ней прокатиться, попробуем подзарядить аккумулятор. Вот. Я пробежался по трансмиссии, посмотрел, щеки более-менее оставим, ремень относительно свежий. Мне не нравятся грузы, пока не знаю, что будем с ними делать. И мне не нравился колокол. Я думаю, что в обзоре по этому мопеду вы видели, если смотрели. Сейчас прикреплю ссылочку. Проточил я колокол сцепления. Хотя бы колокол здесь будет ровненький. Можно будет поездить. А еще к нам вот вернулась ЛТшка, наша самая любимая, которую мы зареклись не брать в ремонт, но по старой памяти решили помочь человеку уж доделать, потому что жалоба, которая у него была ранее, не устранилась заменой топливного фильтра, он плохо тянет на большой скорости, а со временем немного ухудшилась, нужно заменить ему топливный насос. Но это мы заменим, ладно уж. Главное, в остальном вроде бы все более-менее нормально. Человек вот купил себе ER18 новый, но ЛТшка все равно нужна ему в рабочем состоянии.
починил колесо на G310. Надеюсь, что тоже получилось хорошо вставить. И еще подготовил к сварке задние суппорта от Бургманов. Я очень сильно постараюсь наконец-таки нормально записать процесс сварки вам. Я учусь это делать. Это очень непростой для меня процесс. Это ракурсы, это фильтры и так далее. Вот. Но я надеюсь, что у меня получится. И мне всегда очень нравилась в записи красивая сварка алюминия. Ух, неужели не затихли? Надеюсь, надолго. И я очень хочу ее показать вам. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать мой канал по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии. Не забудьте обязательно подписаться и поставить лайк. Всем пока!